Попкорн часто встречается во многих схемах вязания, но может быть и самостоятельным узором. Вяжем цепочку из воздушных петель. Потом 3 воздушные петли подъема, которые заменят нам один начальный столбик с накидом. И приступаем к вязанию первого ряда. Четвертую петлю цепочки от крючка провязываем 3 столбика с накидом. Вытягиваем крючок из рабочей петли, оставим эту петельку свободную. Потом вкалываем крючок в первый столбик, но у нас это 3 воздушные петли. Захватываем эту свободную петлю, но рабочую нить не трогаем. Протягиваем ее через вершину нашего столбика. 2 воздушные петли. В основании цепочки пропускаем 2 петли, а в третью провязываем 4 столбика с накидом. И опять вынимаем крючок из петли, которую только что провязали. Вкалываем крючок от себя в первый столбик с накидом и протягиваем рабочую петлю четвертого столбика в первый столбик с накидом. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли на цепочке. Провязываем третью петлю 4 столбика с накидом. Вынимаем крючок и вкалываем его в первый столбик с накидом. Петлю последнего четвертого столбика протягиваем первый. У нас получается элемент вязания, который называют попкорн.
Делаем 3 воздушки для перехода на следующий ряд. Второй ряд вяжем как первый. В изнаночном ряду наши столбики попкорн надо выдавить на лицевой ряд. Провязываем столько рядов, сколько нам надо, но редко попкорн применяет как самостоятельный узор. Обычно он входит в схему различных узоров и мотивов.